Он боялся сделать неправильный выбор, и поэтому не выбрал ничего. Он долго смотрел на варианты, взвешивал, сравнивал. Каждый путь казался возможным, и именно поэтому опасным. Он знал, любой выбор что-то отнимает, закрывает двери, оставляет след, и он не был готов к этому. Ему хотелось выбрать правильно, так, чтобы не жалеть, чтобы не возвращаться мысленно назад, чтобы не задавать себе вопрос «а что если?». Он верил, что существует решение без потерь. Он откладывал выбор, говорил себе, что нужно еще подумать, собрать больше информации, подождать лучшего момента. Он называл это разумностью. Со стороны казалось, что он просто осторожен, что он не спешит, но внутри росло напряжение. Каждый несделанный шаг превращался в груз. Он чувствовал, как свобода медленно становится тяжелой. Он боялся ответственности. Не потому, что был слабым, а потому, что слишком ясно видел последствия. Он понимал, выбор — это не только приобретение. Это признание, я отвечаю за то, что будет дальше. И эта мысль пугала. Он все время оставлял себе возможность отступить, не решался закрыть ни одну дверь. Ему казалось, что так он сохраняет свободу. Но со временем он заметил, свобода без выбора начинает напоминать пустоту. Постепенно жизнь начала сужаться. Не резко, незаметно. Пока он думал, возможности уходили сами. Не с хлопком, а тихо. Он не выбирал, и выбор делали за него обстоятельства, время, другие люди. Он вдруг понял, не выбирать — тоже выбор, только самый незаметный и самый беспощадный. Иногда ему казалось, что он стоит на месте, но это было иллюзией. Он двигался, просто не туда, куда хотел. Он часто представлял себе другую жизнь, ту, где он однажды решился, где рискнул, где ошибся, но пошел дальше. Эта жизнь существовала только в воображении. Однажды его посетила простая мысль: а вдруг идеального выбора не существует? Что если любой путь включает потерю? Что если сожаление — часть движения, а не признак ошибки? Эта мысль была пугающей, но в ней было и облегчение. Если нет идеального выбора, можно перестать его искать. Он сделал шаг, неуверенный, не окончательный, не идеальный, но реальный. И в этом шаге было больше жизни, чем во всех его размышлениях. Появилось напряжение, сомнение, ответственность. Но вместе с ними появилось чувство присутствия. Он понял, выбор не делает жизнь безопасной. Он делает ее своей. Он все еще боялся ошибиться. Но понял главное: ошибка — это опыт, а отказ от выбора — исчезновение. Он выбрал, и в этом выборе впервые почувствовал, что живет. Неправильно, не идеально, но по-настоящему.